В этом ролике я расскажу о реально уникальном экстрим-демоне, на котором на данный момент менее 1000 загрузок, и о котором нет буквально ни единого упоминания на ютубе. Не считая шоу-кейса и одного стрима от зарубежного чувака на 2000 просмотров. Это уровень Лука от Бинарика. Сегодня вы узнаете, что это вообще за уровень такой и почему о нем практически никто не знает. Начнем с того, что Лука является ремейком на Еон. А точнее, как говорится в описании, переосмыслением Еона о том, какой он мог бы быть, как реальная история, рассказанная через огромный уровень. Для тех, кто не в теме, Еон — это часовой экстрим-демон, который на данный момент является самым длинным уровнем в игре, и в котором 90% геймплея тянет максимум на изи-демон. Ладно, давайте о истории. История этого уровня позаимствована из диснеевского мультика с схожим названием «Лука». И как я понял, передается она через музыку, ведь все 14 треков, используемые в уровне, взяты из плейлиста с названием «Сюжет Лука, рассказанный через музыку». Больше про историю я ничего сказать не могу, потому что мне впадло смотреть этот мульт, уж простите. Теперь поговорим об особенностях левела и сложности. Лука разделен на 14 частей, каждая из которых длится от 2 до 7 минут. А суммарная длина уровня составляет около 52 минут. И после каждой части есть чекпоинты. Да, вы не ослышались, чекпоинты в обычном уровне, не платформере. Для тех, кто не знает, вот эти кристаллики в обычном режиме попросту не работают. И честно не знаю, как он это вообще реализовал. Просто покажу вам, как выглядит переход с одной части на другую. Так, ну все, я прошел первую часть, и по идее меня сейчас должно как-то кинуть на следующую, и все это еще сохранить. Ага. Меня просто убило, и я очутился уже совсем в другом уровне, как будто. Это точно не то место, откуда я начинал. После этого я решил зайти в редактор этого уровня и увидел это. Кстати, из-за этой механики с чекпоинтами в уровень не получится поиграть в практике или со стартпоссами. Отчего у вас, наверное, возник вопрос, как тогда вообще тренировать этот уровень? Для этого сам создатель уровня Бинарик сделал специальный лист, в котором он опубликовал каждый парт Луки по отдельности. С помощью него я прошел весь левел в практике, и могу сказать, что все части этого уровня по сложности плюс-минус медиум демон. За исключением предпоследней, которая называется Папа. Эта часть является самой сложной в уровне. Только на то, чтобы просто пройти ее в практике, у меня ушло более 1000 попыток. Думаю, по сложности ее можно сравнить с каким-нибудь бладбафом. А все из-за своих мега запутанных дуалов, в которых иконки постоянно колбасят из стороны в сторону, и иногда непонятно, правильно ли ты вообще прошел тот или иной момент. Спасибо, что хоть до такого их не довели. Кстати, по словам автора, если бы в уровне не было чекпоинтов, то только из-за этой секции левел был бы примерно топ-10 по сложности. Учитывая тот факт, что она находится чуть ли не в конце левела, и доходить до нее пришлось бы где-то 40 минут. Переходим к финальной части. Начнем с того, что в листе опубликована только ее старая версия, а чтобы поиграть в новую, нужно дойти до нее с нуля в самом уровне. А сделал это автор, потому что он считает, что пропуск всего ради последней части разрушит весь смысл прохождения. Но при этом актуальную версию все равно можно глянуть в шоу-кейсе уровня. И отличается она от старой тем, что здесь текст песни визуализируется в виде рисунков. Типа «Был дом, построенный из камня». Я залез на дерево, чтобы увидеть мир. Ну, короче, вы поняли. По сложности эта часть с натяжкой тянет на изи-демон. И сделана для того, чтобы просто зачилиться перед завершением уровня, после многочасового прохождения всей предыдущей жести. Декор здесь, конечно, мягко говоря, не впечатляющий, зато эндарт не такой плохой, в тематику уровня вроде вписывается. Кстати, в уровне еще присутствуют две довольно интересных монетки. Одна из них находится как раз на этом эндарте, и она требует немало терпения, ведь чтобы ее получить, нужно просто сидеть и ничего не нажимать вот такое количество времени. Что, кстати, объясняет сломанный таймер в уровне. Если вы все же нажмете, то есть подпрыгнете, то уровень попросту закончится, и монетку вы не получите. Ну а для получения второй монетки нужно собрать хотя бы 36 из 42 довольно сложных монеток, разбросанных по всему уровню.
Пока что это все монетки, которые есть в уровне. Но автор в будущем планирует обновить левел и добавить дополнительную секретную часть для монетки, которая продлит уровень с 52 минут до как минимум 56, что будет уже длиннее всеми известного Иона. Так почему же все-таки кого не спроси, об этом уровне никто не знает? Хотя у него есть оригинальная задумка, какая-никакая история, да и сам по себе левел довольно качественный, как для соло-проекта. Конечно, за исключением некоторых партов, которые ну прям на уровне Онилинка. Но даже с учетом этого, уровень вполне тянет на рейд. Как по мне, основная причина такой неизвестности — это тотальный пофигизм автора на рейд. Учитывая то, сколько игроков ежедневно заходят во вкладку фичеров, рейд неизбежно дал бы уровню немалое количество загрузок и лайков. Тем более в наши дни, когда ГДшка собирает рекорд на онлайн, превышающий 100 тысяч игроков. Также возможен такой сценарий, что левел внесли бы в глобал, в поинтер, боже упаси. И думаю, из своей уникальности он бы привлек внимание каких-нибудь слееров и обрел хотя бы какую-то микроизвестность. Ну, в принципе, стандартная история для большинства плюс-минус известных экстримов, да и, наверное, для экстримов в целом. Но, скорее всего, Лука никогда и не рейтнут, потому что автору на рейд глубоко до и по. Цитирую его слова. «Я делаю уровни без стремления к креатор-поинтам. И если уж на то пошло, только то, что меня увлекает». Думаю, как раз из тотального пофигизма к рейту он буквально в каждой части уровня использовал популярные песни, которых нет на Ньюграунсе. Напоминаю, что это может стать причиной не рейтить уровень, тем более когда речь идет о примерно 15 таких треков в одном левеле. Чтоб вы понимали, на эту музыку настолько строгие авторские права, что видео с шоу-кейсом этого уровня не получится посмотреть в России и еще некоторых странах. Думаю, никто, кроме самого автора, шоу-кейсить этот левел не будет из-за таких страшных ограничений. Но ссылку на шоу-кейс я все равно оставлю в описании. Вдруг кто-то смотрит это видео с виртуальной сетью, ну вы поняли. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, что думаете насчет данного ролика, ведь это мое первое информативное видео. А также, если это видео каким-то образом соберет 30 лайков, то я попробую пройти этот левел первым в мире.